Всем привет! В этом видео я покажу свой вариант бюджетного меню на праздничный стол из 10 блюд. Первым приготовим торт без выпечки. Готовится он очень просто и из минимального количества ингредиентов. Получается вкусным, легким и в меру сладким. Берем миску и выливаем в нее 600 мл сметаны. Я использую сметану жирностью 15%. Насыпаем 80 грамм сахара. Все перемешиваем. Оставляем сметану на 10-15 минут при комнатной температуре, чтобы она немного согрелась. В отдельную мисочку насыпаем 5 пачек капучино или кофе 3 в одном. Заливаем кипятком. Понадобится 200 мл воды. Все перемешиваем. Когда все капучино растворилось, насыпаем сюда же 25 грамм желатина. У меня быстрорастворимый желатин. Все перемешиваем несколько минут до полного растворения желатина. По желанию желатин можно залить 100 мл холодной воды и дать настояться, а уже после этого распустить в микроволновке. При этом в капучино нужно добавить только 100 мл кипятка. Прошло 15 минут, сметана уже немного нагрелась. Если капучино с желатином остыло, то его нужно нагреть в микроволновке примерно до 50 градусов. В мисочку с капучино наливаем 1-2 столовых ложки сметаны. Все хорошо перемешиваем. Таким методом мы выравниваем разницу температур между смесями, чтобы потом в торте не было желатиновых комочков. Желатиновую смесь постепенно вливаем в сметану. Обязательно постоянно перемешиваем. Силиконовую форму ставим на доску, чтобы удобно было ее переносить. Все выливаем в форму. У меня силиконовая форма объемом 1,2 литра. Диаметр формы 18 см. Ставим торт в холодильник застывать примерно на 3-4 часа. Я поставила на ночь. Торт застыл. Проходимся ножом по краю формы на глубину 2-3 мм. Сверху кладем блюдо и переворачиваем вместе с доской. Аккуратно снимаем силиконовую форму. Торт готов, можно подавать на стол. Торт без выпечки получился с нежным кофейным вкусом. Он легкий, нежный и готовится очень просто и быстро. Обязательно его приготовьте, порадуйте вкусным угощением себя, свою семью и друзей. Вторым приготовим салат с куриной печенью, простой и очень вкусный. Небольшой набор ингредиентов прекрасно сочетается между собой. Одну луковицу нарезаем полукольцами. Лук перекладываем в мисочку. Сюда же насыпаем 1 чайную ложку соли, 2 чайных ложки сахара и наливаем 2 столовых ложки яблочного уксуса. Его можно заменить столовым 9%. Все заливаем кипятком. Перемешиваем до растворения сахара и соли и оставляем мариноваться на 10-15 минут. А тем временем будем готовить остальные ингредиенты. 250 грамм куриной печени кладем в измельчитель. Я ее предварительно хорошо помыла. Сюда же кладем 1 небольшую луковицу, разрезанную на части. Все немного солим и перчим черным молотым перцем. Сюда же насыпаем 1 столовую ложку с горкой муки. Наливаем примерно 80 мл молока и разбиваем 1 яйцо. Все измельчаем до однородности. Печеночную массу переливаем в миску и смотрим на ее консистенцию. Если она густая, то доливаем еще молока, а если жидкая, то муки и хорошо перемешиваем. На сковороду наливаем немного растительного масла и жарим печеночные блины на среднем огне. Обжариваем сначала с одной стороны, а затем переворачиваем и жарим с другой стороны. Таким методом готовим все печеночные блины.
В миску разбиваем 3 яйца. Добавляем 3 столовых ложки молока. Все немного солим. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем венчиком до однородной массы. Жарим яичные блины точно так же, как и печеночные, с 2 сторон. Берем готовые, уже остывшие печеночные блины и разрезаем их на полоски шириной около 4 см. Получившиеся полоски нарезаем поперек на более мелкие полоски. Точно так же нарезаем на полоски яичные блины. Два-три средних соленых огурца нарезаем брусочками. В миску насыпаем нарезанные печеночные блины, нарезанные блины из яиц и соленые огурцы. Сюда же добавляем маринованный лук, предварительно слив с него жидкость. Салат заправляем майонезом и хорошо перемешиваем. Готовый салат выкладываем на блюдо и подаем на стол. Салат с печенью получился очень вкусным. В нем прекрасно сочетаются печень, яйца и соленые огурцы. Этот салат подходит как на праздник, так и на каждый день. Третьим приготовим свекольный рулет с сельдью. Готовится он несложно из самых доступных продуктов. Сначала испечем бисквит для рулета. Одну вареную и уже очищенную свеклу весом 250 грамм трем на мелкой терке. 3 яйца разделяем на желток и белок. Белки выливаем в чистую сухую миску, а желтки добавляем к тертой свекле. Сюда же в миску со свеклой насыпаем 1 чайную ложку без горки соли и 1 столовую ложку растительного масла. Все перемешиваем. В подготовленную смесь насыпаем 80 грамм крахмала и перемешиваем. Крахмал можно заменить мукой. Отдельно взбиваем подготовленные белки. Как только белки немного вспенились, добавляем к ним пол чайной ложки сахара и взбиваем до крепкой устойчивой пены. Очень важно, чтобы белки были хорошо взбиты. За счет воздуха в белках получится хороший пышный бисквит. В свекольную смесь добавляем 1/3 часть белков и перемешиваем лопаткой или ложкой. Добавляем все остальные взбитые белки и аккуратно перемешиваем до однородности. Тесто должно остаться воздушным. Готовое тесто перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Формируем прямоугольник размером примерно 28 на 38 см. Бумага для выпечки должна быть качественной и гладкой. К дешевой шершавой бумаге бисквит прилипнет. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 13-15 минут. Испеченный бисквит перекладываем на доску и даем ему остыть. Пока остывает бисквит, подготовим начинку. Измельчаем небольшой пучок укропа. 1 соленый огурец нарезаем мелкими кубиками. Берем 300 грамм сливочного сыра и добавляем к нему укроп и нарезанный огурец. Все хорошо перемешиваем. Бисквит остыл. Равномерно смазываем его приготовленной смесью. Два филе одной соленой сельди разрезаем вдоль на 2 части. На бисквит, смазанный сливочной начинкой, кладем с одного края подготовленное филе сельди. Все
Все сворачиваем в рулет, при этом помогая пергаментной бумагой. Рулет заворачиваем в пищевую пленку и кладем настояться в холодильник минимум на час или даже на ночь. Готовый рулет достаем из пленки и нарезаем порционными кусками. Рулет красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Свекольный рулет с сельдью получился очень вкусным и красивым. В нем отлично сочетается нежный свекольный бисквит с мягким сливочным сыром и слабосоленой сельдью. Четвертыми приготовим бутерброды-грибочки. Они красивые, яркие и необычные. Приготовление максимально простое и быстрое. На противень выкладываем ломтики нарезанного багета. Ставим их в духовку, разогретую до 180 градусов. Сушим примерно 8-10 минут. Готовые гренки вынимаем из духовки и даем им остыть. Каждый кусочек хлеба смазываем сливочным сыром. Также можно использовать творожный или плавленый сыр. Посередине каждого бутерброда выкладываем по одной шпроте. Для одного багета мне понадобилась одна банка шпрот весом 190 грамм. Помидор среднего размера разрезаем пополам. Половинки помидора нарезаем пластинками. Пластинки помидора выкладываем на подготовленные ломтики батона. Кладем их со стороны хвоста рыбки. Так помидоры выкладываем на все бутерброды. Перья зеленого лука разрезаем на небольшие кусочки. Каждый бутерброд украшаем перышками зеленого лука, имитируя траву возле гриба. Вместо зеленого лука можно использовать укроп. Для полной имитации мухомора на шляпке из помидора делаем точки из майонеза. Бутерброды готовы, можно подавать на стол. Бутерброды-грибочки получились красивыми, яркими и очень вкусными. Они прекрасно подходят для любого праздничного стола. Пятый приготовим запеченную скумбрию с лимоном. Рыба получается сочной, очень вкусной и с приятной кислинкой лимона. Сначала скумбрию нужно разморозить и очистить от внутренностей. Я подготовила 2 тушки скумбрии. Рыбу перчим и солим по вкусу с двух сторон и внутри. Сверху рыбу смазываем небольшим количеством сметаны. Сметана может быть любой жирности. Если ее нет, можно смазать майонезом. Подготовленные тушки скумбрии разрезаем на порционные куски. Одну луковицу нарезаем полукольцами. 1 лимон тоже нарезаем полукружочками. Форму для выпечки немного смазываем растительным маслом. В форму перекладываем нарезанную кусочками скумбрию. Между каждым кусочком рыбы кладем лук и лимон. Форму с рыбой ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем рыбу примерно 35-40 минут. Запеченная скумбрия с лимоном получилась очень вкусной и красивой. Сочность рыбы придают луковые кольца, а лимон придает скумбрии приятную кислинку и пикантный цитрусовый аромат. Благодаря сметане на рыбе получается очень аппетитная корочка. Следующее приготовим несложную и очень вкусную закуску в корзиночках. Приготовление максимально простое и быстрое. Берем 2 сырых моркови среднего размера и трем их на мелкой терке. Два вареных яйца тоже трем на мелкой терке.
Один плавленый сырок весом 80 грамм трем на мелкой терке. Для того, чтобы сыр легче терся, я его положила в морозильную камеру на 30 минут. В миску кладем тертую морковь, яйца и сыр. Добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Заправляем примерно 2 столовыми ложками майонеза. Все хорошо перемешиваем. Приготовленную начинку перекладываем в кулинарный мешок. Я использую насадку звездочка, но можно обойтись и без насадки. Песочные корзинки наполняем приготовленной начинкой. Этого количества начинки хватает примерно на 20-25 корзиночек. Сверху каждую корзинку с начинкой украшаем листиком петрушки. Сюда же кладем по одной оливке. Закуска готова. Закуска с морковью в корзинках получилась красивой и с приятным пикантным вкусом. Легкость и сочность ей придает морковка, а сытность сыр. Также такую начинку можно подать на крекере или хлебцах. Седьмым приготовим очень вкусный салат с селедкой. Салат необычный и очень красиво смотрится на праздничном столе. К тому же этот салат готовится из самых доступных продуктов. 3 вареные картошки весом примерно 300 грамм нарезаем кубиками. 1 кисло-сладкое яблоко чистим от кожуры и сердцевины и тоже нарезаем кубиками. Если не любите яблоки в салате, то можете их не добавлять. Нарезанные яблоки поливаем примерно 1 столовой ложкой лимонного сока и хорошо перемешиваем. Лимонный сок не даст яблокам потемнеть. 1 соленый огурец режем кубиками. Половину небольшой луковицы тоже режем мелкими кубиками. Филе 1 малосольной сельди нарезаем кубиками. Если вы будете брать уже готовое филе сельди, то его понадобится примерно 250 грамм. В миску кладем нарезанный картофель, подготовленное яблоко, нарезанное филе сельди, огурец и лук. Все немного солим, но не забываем, что селедка и огурец уже соленые. Перчим по вкусу и заправляем 2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Приготовленный салат перекладываем на овальное блюдо и разравниваем его с помощью ложки. Сверху на салате с помощью ножа намечаем 5 или 6 бороздок. Теперь берем ложку и делаем эти бороздки более глубокими и широкими. 1 отварную свеклу весом примерно 300 грамм нарезаем маленькими кубиками. Нарезанную свеклу поливаем примерно 1 столовой ложкой лимонного сока. Добавляем пол чайной ложки сахара. Немного солим. И сюда же наливаем 1 столовую ложку растительного масла. Все перемешиваем. Приготовленную свеклу аккуратно выкладываем в подготовленные бороздки на салате. Мелко нарезаем 2 веточки укропа и 1 зеленый лук. Свежей зеленью посыпаем салат сверху. Салат готов, можно подавать на стол. Салат получился красивым, необычным и очень вкусным. Кисло-сладкое яблоко придает этому салату легкость и неповторимый вкус. Такой салат относится к бюджетным блюдам, и я думаю, приготовить его сможет каждый на свой праздничный стол. Восьмой приготовим закуску с грибами в лаваше. Готовится она несложно и прекрасно подходит как на праздник, так и на каждый день. Сначала приготовим начинку. 1 луковицу нарезаем кубиками.
Берем полкилограмма шампиньонов, моем их и нарезаем кубиками. На горячую сухую сковороду кладем подготовленные грибы. Готовим их на большом огне, периодически перемешивая. Когда испарится вся жидкость со сковороды, наливаем немного растительного масла и кладем нарезанный лук. Обжариваем лук с грибами на среднем огне до золотистости лука. В конце приготовления грибы солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем и снимаем с огня. Берем тонкий лаваш и нарезаем его на кружочки. Желательно использовать тонкий и мягкий лаваш, чтобы при выкладывании его в формочку он не трескался. Я вырезала 12 таких кружочков. Каждый кружок лаваша кладем в формочку. Наполняем все формочки приготовленной начинкой из грибов. Сначала я выкладываю по 1 столовой ложке начинки, а затем равномерно распределяю оставшуюся начинку. Готовим заливку. 150 грамм сыра трем на мелкой терке. В миску разбиваем 4 яйца. Наливаем 100 мл молока. Все перемешиваем венчиком до однородной массы. В эту массу добавляем тертый сыр. Все перемешиваем. Приготовленную заливку выливаем в каждый кекс. Равномерно ее распределяем по всем закускам. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20 минут. Готовую закуску украшаем листиком петрушки. Вынимаем ее из формочек и переставляем на блюдо. Закуска с грибами в лаваше получилась красивой и очень вкусной. Готовится несложно и достаточно быстро. Большим плюсом такой закуски является то, что не нужно замешивать тесто. Девятым приготовим салат-каприз. В этом салате много достоинств. Он очень вкусный, красивый и легко готовится. 200 грамм чернослива обязательно моем и заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут. Прошло 10 минут, воду сливаем, а чернослив нарезаем небольшими кусочками. Пучок петрушки нарезаем ножом. Берем 200 грамм морковки по-корейски и кладем ее в миску. Небольшую часть морковки оставляем для украшения салата. Сюда же насыпаем 1 банку консервированной фасоли, подготовленный чернослив и измельченную петрушку. Салат заправляем майонезом и перемешиваем. По желанию фасоль в салате можно заменить мясом. Готовый салат перекладываем в салатник.
По краю салат украшаем оставленной морковью по-корейски. Салат готов, можно подавать на стол. Салат каприз получился очень вкусный и сытный. Готовится просто и быстро. Такой салат обязательно понравится тем, кто любит чернослив. Рекомендую его приготовить, это очень вкусно. И последним блюдом на горячее приготовим мясо в духовке с грибами. Получается вкусно, сытно и красиво. В мисочку кладем 3 ломтика белого хлеба, предварительно разделив их на более мелкие части. Все заливаем водой и оставляем на 10 минут. Одну луковицу нарезаем произвольными кусками. Нарезанный лук кладем в чашу измельчителя. К нему добавляем 2-3 зубчика чеснока. Хлеб уже размяк. Вынимаем его из мисочки и отжимаем лишнюю воду. Хлеб кладем в чашу измельчителя. Все измельчаем до однородности. В большую миску кладем 600 грамм фарша. У меня фарш свиной. Можно взять и любой другой. Добавляем подготовленный хлеб с луком и чесноком. Все солим примерно половиной чайной ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все хорошо перемешиваем. Подготовленный фарш выкладываем на блюдо. Выравниваем его, формируя прямоугольник. Разделяем фарш на 9 примерно одинаковых частей. На противень ставим кулинарное кольцо и его заполняем фаршем. Фарш хорошо трамбуем ложкой. Желательно противень предварительно застелить пергаментной бумагой. Аккуратно снимаем кольцо и получается вот такая ровная и красивая котлета. Так делаем все 9 котлет. Диаметр кольца 8 см. Вместо кольца можно использовать разрезанную пластиковую бутылку. Готовим начинку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. Шампиньоны моем и нарезаем кубиками. Понадобится 300 грамм грибов. На горячую сковороду кладем нарезанные грибы. Обжариваем их без добавления масла на большом огне до испарения всей жидкости. Как только жидкость испарилась, наливаем немного растительного масла. Добавляем нарезанный лук. Обжариваем лук с грибами примерно 2-3 минуты. Спустя 3 минуты добавляем тертую морковь. Обжариваем еще 2-3 минуты. В конце начинку солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. В готовую грибную начинку добавляем одно яйцо и перемешиваем. Начинку аккуратно выкладываем сверху на котлеты. Сыр трем на крупной терке. Понадобится примерно 200 грамм сыра.
Каждую котлету с начинкой сверху посыпаем тертым сыром. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 25-30 минут. Блюдо готово, достаем его из духовки. Сразу же выкладываем на большое блюдо. Украшаем укропом или петрушкой. Подаем на стол в горячем виде. Горячее блюдо из мясного фарша с грибами получилось очень вкусным и готовится из самых обычных продуктов. С его приготовлением справится каждый. Если вам понравилось такое бюджетное меню, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.